Понятия национальности не было. Понятие веры. Стрелецкий полк конный назывался стременной, потому что они у стремени царя все время. ФСО в чистом виде. Россия – степь, перекати поле. Поэтому мы все время сами огораживаемся. Так постепенно получилась поразительная вещь, которую, в принципе, можно сравнить только с Великой Китайской стеной. Новый Оскол, Ольшанск, сам, собственно, Белгород. Это все крепости из сотни километров стен, валов и засек. Какой-то шотландец, Джордж Лермонт, принял правильную сторону. Тут же ему дали дворянство, поместье и погиб смертью храбрых, как Юрий Лермонтов. И он набежал на мою шпагу и накололся, и оттого ему смерть случилась. Дорогие друзья, дорогие любители русской истории, сегодня у нас лекция тематическая, посвящена русской армии и русскому воинскому искусству XVII века. Тема малоизвестная. А малоизвестна она почему? Потому что у нас со школьных учебников классический стереотип. Что было до Петра I? Были бородатые стрельцы, которые, естественно, воевать особо не умели. Они горлопанили, устраивали стрелецкие... Да. И торговали там чем-то, малым бизнесом занимались. Те, кто разбирается в истории, скажут, было еще дворянское ополчение, это какая-то была дикая конница. И почитав некоторых наших современных либеральных историков, не буду вам называть фамилии, там это также выписывается худшая вариация татарской орды. Что это вся разномастная, абсолютно необученная, с гиканьем конница налетала на стройные ряды шведских рейтар, встретив минимальное сопротивление, разворачивалась, обратно скакала. И если с первого-второго наскока сломить сопротивление не получалось, то московиты покидали поле боя. Все на этом заканчивалось. До тех пор, пока не пришел Петр I. Сначала он попытался как-то организовать имеющуюся армию, создал несколько гвардейских полков из своих потешных, но их было мало, поэтому под Нарвой шведы настучали, и все, после этого пришлось ему лить колокола на пушки, менять все коренным образом. Только вот тогда началась настоящая европейская армия, потому что до того момента, куда было немытой России тягаться с цивилизованной Европой. Даже поляки и те сидели в Кремле. Вот то, что мы читаем в учебнике. Я каждый раз, когда сталкивался с такой точкой зрения, задавал авторам и себе простой вопрос. Вроде бы все так, только объясните, пожалуйста, как получилось, что в начале века у нас шведы сидят в Новгороде, поляки в Кремле, в Москве, и государства де-факто не существует. А в конце века мы отбили все, что потеряли от Польши, забрали существенную часть Малороссии, мы тесним крупнейшую военную империю того времени, османскую, на юг, и довольно успешно сражаемся просто с лучшей армией Европы того времени, шведской национальной регулярной армией. Русско-шведская война, как известно, закончилась в ничью при Алексее Михайловиче. Вот как-то не укладывается в образ дикой конницы, разбавленной бородатыми стрельцами. Поэтому давайте разберемся. Напомним социальную стратификацию русского общества того времени, потому что от него зависело создание и функционирование армии, как главной функции государства того времени. У нас были крестьяне, священников мы не берем, бояре и князья. Разница между ними не очень большая. Князья когда-то были самостоятельными правителями, но со временем по разным причинам признали верховенство великого князя московского. Объединяет их то, что их земельные владения, удельные княжества или вотчины, их нельзя отобрать, это вековая частная собственность. Вотчина от какого слова? Отец. От отца досталось. Более того, владелец вотчины может перейти в другое государство, сменить подданство и со своими людьми
И если территориально это возможно, если вотчина, понятно, что не где-то у Волги, а на границе с соседним государством, то, в принципе, может вместе с землей своей уйти в подданство кому хочет. Литве, Казани, Польше, Швеции. Это его право. Право как владельца вотчинных земель. Вторая категория нобилитета – дворяне. Но дворяне того времени – это совсем не те дворяне, которых мы видим по Евгению Онегину, «Войне и миру» и Анне Карениной. Дворяне – это самый низший уровень на феодальной лестнице, первая ступенька. Дворянин от слова «двор». Он когда-то на дворе у боярина что-то делал. И либо он получил свой собственный двор от государя. Его еще называют помещиком. Почему помещиком? Потому что его поместил государь на землю. Дал ему какой-то надел деревеньку, сельцо. Он этим не владеет. Это государственная собственность. Он временно получает доход с этой земли в обмен на службу. Поэтому дворянин-помещик называется еще часто служилый человек. Он на службе находится. Служба у него какая? Военная. Служить он должен сам, вместе с сыновьями взрослыми. Служба пожизненная. То есть он служит в армии до тех пор, пока его не убьют. Или он не станет калекой, или он не станет уже таким дряхлым стариком, что просто не сможет залезть на коня. Плюс он должен выставить пропорционально имеющейся земле. Каждый раз делались сложные расчеты. Тоже были своего рода налоговые органы. Пропорционально земле, плодородию, категории этих земель, населению. Говорили, ты должен явиться конно, людно и оружно. То есть на коне боевом. Обычно это, естественно, не один конь. У всадника рыцарского типа должно быть 3 коня. Конь боевой, конь транспортный, желательно 2, их надо менять, ну хотя бы 1, и конь хозяйственный, который тащит всю поклажу. Оружно в полном вооружении. Кстати, это не обязательно война, это еще и военные сборы. Военные сборы проводятся обычно ежегодно. Он должен явиться на сбор, показать, что у него все нормально, как-то там поупражняться чуть-чуть, если будут требовать, и обратно отбыть себе в поместье, дай бог, мирное время. И людно, потому что он должен привести с собой количество людей, воинов, пропорционально размерам своего имения. Если это большое имение, или если это боярин, то он должен явиться с большим количеством вооруженных, конных и оружных людей. Если это крошечное поместье, ну дай бог, чтобы ты один пришел, готовый вступить в бой. Но это все конница. Дворянин – это кавалерия. А воевать без пехоты нельзя. А дворяне пешими не воюют. Может спешиться в бою, но это вечно не очень эффективно. Соответственно, где взять пехоту? Не надо думать, что пехоты не было. Была посошная рать. Посошная рать не в том смысле, что они от сахи, а в смысле, что количество посошной рати пропорционально сохам. Саха, мы с вами говорили, это единица налогообложения. Изначально это участок земли, который можно вспахать сахой за 1 день, но количество этой земли всегда разное, потому что есть черноземная саха, не черноземная саха, северная саха. Но это как сейчас, кадастровая стоимость. Земли, она все время разная. Посошная рать пропорционально количеству земли, уезды, города, посады выставляют пехоту. Она, конечно, не очень эффективная, потому что это не профессионалы, тоже на период войны. Ну, что-то они там делают, могут помогать осаждать крепость, что-то копать, рыть, помогать пушкарям, в обозе служить, решать какие-то технические задачи. Были еще пищальники до Ивана Грозного, их совсем мало. Это профессионалы, которые пользуются огнестрельным оружием, разным. Пищалью назывался на любой вид оружия, начиная от карабина, мушкета и заканчивая пушкой, маленькой, большой, это все пищали. Но их мало. И вот 1 октября 1550 года, запомним эту дату, в принципе, можно было бы назвать днем рождения российской армии. Вместо 23 февраля. 1 октября был выпущен указ об испомещении в московском и окружающих уездах избранной 1000 служилых людей. Иван Грозный. Предыстория указа, согласно легенде, такая. Молодой царь Иван куда-то ехал, из Коломны или в Коломну, где-то вот там-то все происходило. К нему челобитчики, большая толпа. Это как раз были пищальники местные. Цех этих пищальников, профсоюз, чего-то от царя хотел. Видимо, они громко кричали, производили какой-то устрашающий вид, поэтому царь с ними разговаривать не захотел и дал распоряжение своей охране разогнать. Ну, те пошли их отгонять, пищальники дали залп поверх голов. А охрана царя с луками и стрелами, это страшно им стало. Побежали обратно, говорят, ну не можем их отогнать. Подойти даже боимся. Царь задумался, что нужно иметь собственное пищальное войско. Не здорово, когда какие-то пищальники в городе, кто им платит, непонятно, их мало. И вот так родилась идея сначала создать эту избранную 1000, которая будет, помимо всего прочего, владеть пищальным боем. А потом, в том же году, появилась и
первое стрелецкое войско. 6 полков. Избранная 1000 формировалась следующим образом. Взяли 1000 детей боярских. Дети боярские – это кто? Это могут быть даже дети бояр или какие-то родственники бояр, племянники бояр, троюродные, которым наследство не досталось, у них нет своей земли. То есть знатность есть, честь есть, а имущества нет. Рыцари без наследства. Ну, либо с очень маленьким наследством. Надо что-то делать, чем-то зарабатывать. Пассионарные молодые люди, которые готовы воевать, служить, выполнять какие-то задачи. Вот из этих детей боярских набрали 1000 помоложе, побоевите, и выдали им поместья. Их поместили всех вокруг Москвы. Каждому дали деревню какую-то. Ну, сначала предполагалось, что они будут ротой королевских мушкетеров, но на практике вышло все совершенно по-другому. Они все время были рядом, многих из них царь уже знал лично в лицо, утверждал списки. Плюс, чем они были приятны Ивану Грозному? Тем, что они оторваны от бояр, то есть они все обязаны ему лично. У них же денег нет, наследства нет. Он им все дал, поэтому они должны служить на него, а не на каких-то Рюриковичей. Всех стали назначать на руководящие должности. Кого-то воеводой, кого-то командиром стрелецкой роты, а кого-то, может быть, даже командиром со временем стрелецкого полка будущего. То есть дети боярские стали командирами. Стрелецкое войско чем отличалось от того, что было ранее? Во-первых, численность. Это многочисленное войско по тем временам. Их к 17 веку было на постоянной службе плюс-минус 1050. Это большая армия в масштабах того времени. Это не совсем профессиональное регулярное войско, но, как говорят, полурегулярное, потому что они получали зарплату, жалование, деньгами, сукном, хлебом и солью. Почему солью? Твердая валюта. Цены пляшут. Сегодня соль столько стоит, завтра столько, а жить-то надо как-то рассчитывать. Поэтому лучше получать гарантированный мешочек соли в год и чувствовать себя спокойно. Плюс привилегии, право иметь малый бизнес свой, любой. Завести общественную баню, лавку, магазин, мастерскую, что угодно. Ты этим занимаешься в свободное от службы время. Служебные обязанности, понятно, когда война, ты на войне. Если войны нет, то это охранные, караульные функции и учения. Время от времени, сборы, которые проводятся, чтобы они были в форме. Плюс отдельные подразделения стрельцов выполняют еще функции охраны общественного порядка. Охрана государя и двора. Все стрельцы – это пехота, но был один стрелецкий полк конный. Назывался Стременной, потому что они у стремени царя все время. ФСО в чистом виде. Стременной стрелецкий полк. Очень гордились. Элита из элит. Им давали ипотечный взнос на постройку дома в Стрелецкой Слободе. А так как обязали их всех строить дома рядом, то получались такие военные городки. Очень удобно. Дом стрельца, дом командира, штаб, склад и место, где можно хранить порох, оружие. Все рядом, в одном районе. Все друг друга знают. Стрелецкая Слобода. Проблема какая? Исходя из такого набора привилегий. Тех, у кого хорошо пошел бизнес, совсем не хочется идти воевать. Тут у тебя так столько дел в Москве, а тебя на войну отправляют. Не так, как в Европе. В Англии, например, было правило, долгое время действовало, что король имел право указом своим обязать рыцарей всех выступить. Рыцарей мало было в Англии. 4000 на круг в средневековый всего, из которых, если вычесть детей, стариков, и тех, кто прячется, не хочет служить совсем, то оставалось, значит, от 3-4 тысяч человек 500, вот сколько мог на войну во время Столетней войны, быстро собрать английский король. Но было много всяких других категорий свободных граждан, которые по закону тоже должны отдать долг родине, лучники, йоманы и все. Там была оговорка 40 дней. 40 дней, а потом надо замену искать. И очень тяжело объяснить, почему он должен более 1,5 месяца находиться на войне, потому что у него там хозяйство. А со стрельцами этих ограничений не было. Вот пока идет война, он должен быть на войне. Или служба какая-то важная, на полгода, на год, куда-нибудь в Псков. Поэтому стрельцы в этом отношении были не очень надежными людьми, потому что жалование они получали на самом деле не очень большое. Основной расчет был именно на самоокупаемость. Вот это стрелецкое войско к началу смуты стало показывать себя не очень хорошо. И в совокупности с поместной конницей столкновение с профессиональными армиями наемными, польско-литовскими, показалось, что все-таки они уступают. Это наслалось еще на то, что у нас идеи не было, непонятно за кого воевать. Тем-то понятно, за что воевать, какие перспективы нажива. А у нас за кого воевать? Ты воюешь сегодня за государя, завтра выясняется, царь не настоящий, а настоящий царь Лжедмитрий, чудом спасшийся, или другой чудом спасшийся, или третий чудом спасшийся, их было самозванцев десятки. Поэтому в условиях очень низкого морального духа доходило до того, что в отрядах было несколько воевод, все друг за другом следили. И писали друг на друга доносы, что этот замысел переметнуться. Артиллерию никогда не выставляли вперед.
В нарушении всех канонов артиллерию держали в тылу. Потому что если будет измена, в первую очередь сдавали пушки. Самое ценное. Не доверяли собственным пушкарям-артиллеристам. Поэтому неудивительно, что наша армия стрелецко-поместная в годы смуты всем проигрывала долгое время. Нужно было как-то модернизировать, что-то с этим делать. Беда одна. Нет денег. Денег нет совсем. Государство бедное. Нефти, газа нет. Ничего нет. Чем платить? Простое решение вопроса нанять наемников, как все европейские короли делают, но денег нет. Значит, нужно как-то реорганизовать свою национальную армию. И вот в этих условиях Романовы, придя к власти, после смуты, выработали некий план действий, по которому постепенно стали реорганизовывать собственное войско. Первым делом они продлили, как бы сейчас сказали, проект национальный, многолетнее строительство засечной черты. Их на самом деле много было, этих черт, заповедей, заповедников. Леса, в которых они строились, называли государевой заповедью. Что такое засечная черта и когда они появились? В те времена глухие московские леса где-то здесь заканчивались. Дальше начиналась степь южнее. А степь – это проблема. Во-первых, она не населена еще со времен татарских нашествий, население там очень небольшое. Во-вторых, дальше юг, степь, Крым. Крымская Орда. Это тот осколок Золотой Орды, который попал под протекторат Османской империи. Разобраться с ними, завоевать их, очень тяжело. Во-первых, это сильное ханство. Во-вторых, за спиной стоят крупнейшая империя той эпохи, османская. И сил нет, чтобы с ними справиться. А у Крымского ханства образовался неплохой государствообразующий бизнес. Дело в том, что османам требуется большое количество рабов. У них огромный флот, и вообще их хозяйство очень емкое в плане работорговли. Константинополь – крупнейший рынок работорговли, галеры, и они очень хорошо платят. В Европе тяжело приобрести рабов. Они готовы покупать неограниченное количество рабов и платить за них большие деньги. Поэтому набеговая экономика стала для Крымского ханства просто главной отраслью народного хозяйства. Было даже такое понятие «выбрать село». Выбрали село татары, это означает, что они пришли и выбрали, то есть забрали всех людей до последнего. Все, выбранное село. Стариков убивали, всех остальных забирали. Женщин, понятно, продавали, использовали. Детей растили. Может, кому-то повезло, становился янычаром, а кто-то, опять же, услужение. А мужчины все в рабство. Существовал специальный налог на протяжении долгого-долгого времени у нас. Отдельный государственный налог на выкуп пленных русских рабов у крымчаков. При этом считалось правилом хорошего тона жертвовать частные деньги, делать чести, что-то пожертвовать на выкуп своих соплеменников. В общем, надо как-то с этим бороться. И вот, начиная с Василия III, отца Ивана Грозного, начинается строиться в районе Тулы первая засечная черта. Появилась Тульская, Рязанская засечная черта. Начали строиться засеки, укрепленные остроги, гарнизоны из стрельцов и казаков. Так постепенно получилась поразительная вещь, которую, в принципе, можно сравнить только с Великой Китайской стеной. Я не преувеличиваю ни капли, при том, что на самом деле она оказалась гораздо эффективнее, чем Великая Китайская стена. Множество этих засек. Засека – это что? В лесу подрубается несколько рядов деревьев, и они под определенным углом, как правило, лицом к неприятелю ставятся. Ну, вы понимаете, что лес – это не парк культуры и отдыха. Там пешком так не погуляешь в старых лесах. Там бурелом. На коне проехать вообще нельзя. Через нормальную тайгу. Просто нельзя никак. Пешком ты будешь там мучиться идти. Татар – это конница. Конницы проехать невозможно вообще. Все безлесые участки между вот этими засеками насыпались валы, возводились деревянные стены. Причем стены эти могли быть сдвоенными. Видите, сдвоенные стены. Могли быть строенными. И в некоторых районах, в районе Белева, например, с четверенными. То есть 4 стены одна за другой. Преодолеть их конницы – это очень непросто. Категорически запрещался обход с любимыми целями этих засечных черт. Путешественник, переселенец, ищете лучшую долю, торгуете. По любому делу вы обязаны пройти только через ворота, где вас спросят, зарегистрируют, узнает охрана, куда идете, зачем. Любая попытка обойти засечную черту, значит, вы противник. Значит, откуда брать персонал? Стражу для жизни в этих тяжелых условиях. Ну, во-первых, добровольцы-охотники платили деньги. Второе – казаки.
Ну и третий подход довольно рациональный и понятный всем, кто смотрел кино, известное, как там на стену набирали провинившиеся преступники. Хочешь во строк, в кандалы, а хочешь служи, пожалуйста, но на стене, больше нигде. Гарнизоны, которые находятся на стене в этих маленьких крепостишках, тоже не бездельничают, они сидят просто так ждут. Они формируют мобильные группы, которые высылаются в степь, им нарезаются специальные сектора патрулирования, и каждый отвечает за свой сектор. 30-50 верст они все время смотрят, не появятся ли татары. Если появятся, оперативно об этом сообщают, чтобы закрыли ворота, скот угнали в лес, высылаются вперед отряды, чтобы они могли где-то там у стен, у валов задержать эту орду. Ну и самое главное, посылаются вестники в Москву, чтобы шла сюда регулярная армия. Количество служащих на стене в дозоре достигло в 17 веке 10 тысяч человек. Это очень большой гарнизон. А финансировались они, как бы сейчас сказали, из федерального бюджета. Был написан специальный документ еще при Иване Грозном, боярский приговор о станичной и сторожевой службе, который определял, какие должны быть заставы, гарнизоны, система поощрения, наказаний. Автором этого документа был князь Воротынский, известный полководец периода Ивана Грозного, которого, в принципе, вполне можно считать первым пограничником. Он, собственно, создал систему погранслужб того времени. Что интересно, они потом сдвигались на юг по мере освоения территории. Обратите внимание, вот нас все время говорят, что Россия агрессивная. На самом деле, первое, что мы делали, это строили защитную линию. Мы все время защищались. Потому что у России нет естественных границ. В Испании хорошо, Пиренеи. У Англии остров. Франция очень удачно огорожена со всех сторон горными хребтами. Вечно думают, как обойти через Бельгию. Италия прекрасно огорожена природными условиями. Мучаются все. От Ганнибала до Суворова, как перейти через Альпы. Россия – степь. Перекати поле. Поэтому мы все время сами огораживаемся, окапываемся. И вообще все развитие страны, на самом деле, идет от обороны. Вот эти вот линии, валы, засеки, зубы дракона – это бесконечная наша история. Попытаться отгородиться, чтобы нас не трогали. Белгородская черта, которую построили уже в середине 17 века, после неудачной Смоленской войны с поляками, боевой ничьи. 5 валов земляных, каждый по 25-30 километров. Далее 20 малых валов. Общая протяженность Белгородской черты 800 километров. Эти масштабы строительства, можете себе представить? Это только одна черта. А все они соединялись между собой. А это все не сохранилось. Великая Китайская стена сохранилась, потому что она каменная. А засеки сохраниться не могут. Валы постепенно разошлись. Крепости стали городами. Старый Оскол, Новый Оскол, Ольшанск, сам, собственно, Белгород. Это все крепости. Из сотни километров стен, валов и засек. Все это съедало дикое количество денег. Как строить армию, непонятно. Поэтому использовали все возможные ресурсы. Использовали казачество, пассионарное отдельное сословие. Потом появились городовые казаки. Городовой казак находится на государственной службе. Правильно сказать, на муниципальной службе. Он хоть и казак, он хоть и свободный человек, который служит по прибору, то есть по контракту, контрактник, и выполняет функции охраны города, Росгвардии, МВД, иногда в том числе и пограничной службы, если это город в составе черты очередной находится. Но финансируется он за счет городской казны. Формируется, набирается за счет городской казны. Это такая городская полиция. У нас, к сожалению или к счастью, силы полиции, Росгвардии федеральные, а те, кто смотрит американское кино, видят, что там на спине у полицейских что написано. NYPD, Нью-Йорк Police Department. То есть это полиция, к президенту США никакого отношения не имеет. Она финансируется, полностью содержится, и все вопросы решаются на уровне штата. Или полиция Лос-Анджелеса, на уровне города. Есть общие правила. Форма должна быть у них похожая, вооружение. Они все подчиняются определенным федеральным законам, но в принципе это не федеральная структура. Вот городовые казаки – это та самая полиция Нью-Йорка, которая довольно долгое время играла у нас очень важную военную функцию. И, кстати, в том самом уставе пограничной службы, который я упоминал, боярский приговор о станичной сторожевой службе, там очень грамотно расписывалось, сколько должно быть городовых казаков, минимальное, максимальное число, какая у них задача, как часто они должны выезжать в степь как раз для патрулирования, обнаружения противника, какое у них должно быть снабжение, сколько должно быть боевых коней, минимум по вооружению. То есть наши предки поступали очень умно. Денег на создание федерального МВД нет,
Вроде как все финансируют общины местные, городские, но правила игры подписывает царь. То есть сверх этого, пожалуйста, делайте, что хотите. Но вот минимум, который вы обязаны делать, чтобы иметь право называться городовыми казаками, а не вооруженными какими-то смутьянами. Что такое поместная конница? Те самые орды, почти татарские, которые составляли костяк нашего войска аж до времен Петра I. Прекратилось существование поместной конницы где-то уже на закате Северной войны. Что это было и что это за войско старого строя, как оно выглядело в 17 веке? Вот у нас есть сотник поместной конницы, командир эскадрона, выражаясь современным языком. Все дворяне. Начало срока службы в поместной коннице, по достижении какого возраста должен явиться на сборы, конно, людно, оружно, и вступить в ряды. Тебя запишут. 15 лет. С 15 лет дворянин на военной службе. За это он имеет, собственно, двор, поместье и так далее. Когда он на войне, ему платится сверх этого еще жалование. Не очень большое, как бы дополнение к тому, что его оторвали от хозяйства. Война может длиться долго. Жалование – довольно любопытная система выплаты. Вот у нас сейчас как зависит в армии. Но главным образом это согласно званию занимаемой должности, правильно? Ну, иногда еще срок выслуги, доплата за ордена и так далее. Может быть, какая-то награда, условия службы, ну, если в мирное время. Здесь главный принцип жалования был следующий. Знатность и честь. Если твой отец был каким-то большим начальником в армии, то ты сразу претендуешь, во-первых, на большую должность, согласно чести, а во-вторых, на большее жалование. Из-за этого была масса конфликтов, потому что приезжал молодой какой-нибудь 16-летний парень, Новик, как тогда называли, вот фамилия Новиков от этого. Кто-то у него из предков был там новиками в этой поместной коннице. Вот он приезжал и говорил: нет, я не буду обычным ратником. Так как мой отец был командиром полка, а дед воеводой, то я согласен минимум на сотника. А опыта ноль, ничего не умеет. Но требую быть сотником, не меньше. Прибывал он, естественно, не один, а с командой, с оруженосцами, помощниками. Ну, это как везде. В Европе это называлось рыцарское копье. Подразделение, с которым рыцарь прибывает на войну. Там тоже, кстати, все рассчитывалось. Никто ничего не изобретал. В Англии принцип, например, был такой в средневековый. Чуть пораньше, конечно, времен Столетней войны. Если у тебя имущество на 40 фунтов, имущество, естественно, земля, есть 40 фунтов, то ты должен прибыть в полном вооружении. Обязательно с оруженосцем. Если 20 фунтов, можешь прибыть один. А если у тебя 5 фунтов, то можешь прибыть один с луком, даже без меча. Остальное тебе дадут за счет казны. У нас все то же самое. Дворянская конница никогда толпой, конечно, не была. Она была строго структурирована. Каждый ратник знал, в какой он сотне и в каком полку. Сотни составляли полки. Всадник был, безусловно, универсальным воином. Иностранцы высоко оценивали профессиональные качества нашей конницы. Если почитать воспоминания, удивлялись, как московиты, цитирую, на скаку пользуются одновременно уздой, саблей, плетью и луком. Я, честно говоря, не знаю, как можно саблей и луком одновременно, но вот как-то, видимо, они быстро переключались. Луком почему? Потому что это наследие как раз монгольское. Сложносоставной лук, который, я не знаю как, но специалисты говорят, что стреляет практически так же далеко и метко, как английский длинный лук знаменитый. И еще монголы стреляли на скаку, крайне метко, на очень большое расстояние. И мы эту тактику унаследовали, поскольку это были наши главные противники, от них и переняли. В чем был принцип нашей дворянской конницы? Не такой, как у рыцарей европейских. Там другой подход, там таранный удар. Они все в железе, в тяжелом. Задача конницы – пробить строй, используя собственный вес копья и вес лошади, тоже зачастую укрепленный металлом. Пробить строй, а дальше уже там топтать и добивать. У нас нет такой тяжелой конницы, потому что это очень дорого на самом деле, и тактика совершенно другая. У нас наезд, отъезд. Наезд, отъезд. Конница подскакала, обстреляла из луков, развернулась, ускакала. Так может продолжаться бесконечно, кругами. Против этого не работала тактика европейская пик. Ведь в Европе как пехота защищалась от рыцарей главным образом? Длинные пики, 5-7 метров. В несколько рядов выставляли пики, и конь не идет на пику. Он боится, он разворачивается. Колет, он разворачивается. Невозможно ставить коня, проломить эти пики. Под защитой этих пик медленно-медленно передвигается пехота. Особенно, если это пехота, вооруженная какими-нибудь аркебузами или мушкетами. Вы представляете, сколько времени занимает перезарядка?
Тлеет фитиль. Фитиль должен поджечь порох. Это вроде как хорошо, но то дождь пошел. Потом на скаку точно ты там ничего не зажжешь. Это надо спешиться. Поэтому это оружие пешего строя очень медленное. До 57 приемов надо сделать от выстрела до выстрела. Так если совсем упрощенно, зажечь фитиль, насыпать порох, бить пыш, уплотнить этот порох, потом загнать туда пулю шомполом, потом сверху еще пыш. При этом мушкет несколько раз переворачивается. Меня всегда удивляли, как наши комендантские роты, президентские полки, знаете, исполняют на показательных выступлениях. Это исторический отсыл к процедуре заряжания мушкета. Они тоже все время там крутили, и со стороны, так как это все делалось по команде, ай, цвай, драй, все эти перекручивают. Шаг вперед сделай, вот так, потом вот так поверни, сыпани, шаг назад. Со стороны это выглядело как танец. Времени занимало страшное количество, требовало автоматизма. Поэтому ты сделал один выстрел, прицельная дальность. У аркебузы, наверное, вообще метров 30. Мушкета может быть 50. Причем на эти 50 метров ты не убьешь, если он в кирасу попадет. Можно приравнять к удару кулаком в грудь. Просто ты не успеешь перезарядиться. Конница тебя сметет, этих мушкетеров, и затопчет. Потом отдельно поговорим по тактике, но для этого нужны пикинеры, чтобы прикрывать мушкетеров. Пока там мушкетер мучительно перезаряжает, вышли пикинеры, пики опустили. Вот такая простая тактика. Чем еще вооружен наш сотник по местной коннице? Я обращаю внимание. Значит, вот это у него бахтерец называется. Такой панцирь. Кольчато-пластинчатый. Довольно разумно сделаны, значительно разумнее, чем многие модели бронежилетов современных. Видите? До колена закрывается. На коне он все время закрыт. Ну вот это сверху красота, которая называется фересь. Отточена мехом соболиным или куньем. Для чего он ее сверху одел? Показать, что он большой начальник. Что он сын боярский, у него есть карьерные амбиции. Ужасно неудобно, никакого смысла в этом нет. Но сразу понятно, офицер. Далее, шлем, самый популярный того времени по местной коннице, назывался ерехонка. Почему ерехонка, какая связь, там, трубы ерехона, не знаю. История не дает ответа. Очень популярный шлем, уши закрыты. Сзади все закрыто, такая чешуя. Иногда его называют хвост лангуста. И спереди даже вот такая штучка. Довольно символично, но защищающая, наверное, переносится какого-нибудь случайно скользящего удара. Ну и сабля. Вот эта сабля очень дорогая. Польско-венгерская. Вот она, можете попробовать. Весьма дорогая офицерская сабля. Видите, еще характерно. Рука защищена, в отличие от наших шашек. И вот это вот кольцо. Венгры мастера фехтования. Поэтому это удобно, она не выпадает, ее держать можно. Еще могли иметь вот такую саблю. Это называлось клыч. Клыч по-турецки, по-моему, меч. Я сегодня такой клыч видел в историческом музее. Это знаменитая сабля Дмитрия Пожарского. Это у вас облегченный вариант. Классический меч европейский, например, римский гладиус или меч викинга, значительно легче, чем клыч. Как ими сражались, я ума не приложу. Тяжеленная, очень сложная центровка. По сути, бить клычом можно только вот этой частью. Вот это. Остальное принимать удар. Армия наша, поместная конница, городовые казаки и стрельцы Ивана Грозного нуждаются в реформировании. Засечные черты сделали, дальше надо строить новую армию. И сначала Михаил Федорович, а потом Алексей Михайлович начинают выстраивать так называемые полки нового строя. В массовом порядке, привлекая на службу иностранцев. Тут надо сказать, что ничего зазорного никогда в привлечении иноземцев на службу мы не видели. Считалось самое главное, чтобы не нарушить основы православия. А так, сколько там будет иноземцев? Аптекарский приказ министерства полностью состоял из иностранцев. Там вообще наших специалистов не было. Все врачи иноземцы, обычно протестанты. Православие тогда, то, что у нас сегодня называют уже набившим оскомину термином, которым мы явно злоупотребляем, духовно-нравственные ценности. Тогда православие вот все в себя вмещает полностью. Поэтому, что касается вот этого интеллигентского комплекса неполноценности, это у нас в 19 веке появилось. Тогда, иноземцы пусть придут, научат нас чему-нибудь хорошему. То главное, чтобы веру православную не разрушали. Само выражение «полки иноземного строя» появляется в 19 веке. Современники никогда не называли их полками иноземного строя. Это называлось доброуряженное войско, или стройное войско, или полк нового строя. Смысл в слове «строй». Очень важно было
перенять тактику стрельбы, действия, перемещения от прогрессивных, современных, западных технологий военных. Строй. Но никто это иноземным строем не называл. Первые два полка нового строя были созданы во время Смоленской войны. Принцип был набора такой. Набрали наших в солдаты, желающих, добровольцев, охочих людей, и пригласили иностранцев, как в офицеры, так и в солдаты. Их укомплектовали оружием по нормативам, но дальше получилось плохо, потому что солдаты-наемники в российских условиях воевали плохо. Наемник, он с удовольствием за деньги убивает. Он умирать за деньги не хочет, никакой мотивации у него нету. Плюс обходились страшно дорого, потому что всем этим наемным людям, охочим, иностранцам на низших должностях, на солдатских, надо было платить жалования валютой, дикие деньги. Поэтому, хоть они воевали, как считалось, по-современному, и правильно маршировали, и знали, как стрелять линиями голландского образца, но эффективными не оказались. Ближайшая аналогия, которая у меня возникает с современной жизнью, это называется набрать команду из иностранных футболистов. Помните, было время, не то что ни одного русского, ни одного европейца на поле, а вот «Динамо Москва». Эффективности нет. Можно перенимать опыт, когда ты берешь тренера иностранного, лидера команды, который что-то там покажет. Самое главное — тренер. А когда состав рядовой, это не работает. Дорого и ничем не заканчивается. Поэтому эти полки распустили после Смоленской войны, оставили самых толковых офицеров. И вот их уже взяли на службу на офицерские должности. Больше рядовых иностранцев не набирали. Что очень важно, набирая новые полки нового строя, мы создали совершенно другую армию, не такую, как в Европе. Ну, в большинстве стран. Было одно исключение. Везде наемники — это иностранцы. Ну, естественно, да? Мы набирали армию по национальному признаку. Наемниками были только часть офицеров, и при этом обязательным требованием, ну так оно было мягким, но чем дольше человек служил, тем больше он понимал, что служить, сохраняя свою протестантскую веру, католиков не брали, католиков заставляли перекрещиваться сразу. Протестантов брали. Сохраняя свою протестантскую веру, ты получаешь меньше денег, как-то косо на тебя смотрят. Гораздо удобнее и комфортнее, если ты примешь православие. Принявшему православие офицеру его переводили в другую категорию. До этого он считался кормовым офицером, то есть работал за корм, за деньги. Он тут же получал поместье, становился помещиком, дворянином. При этом получал поместье по званию. Например, если прапорщик, то минимальное поместье было 20 чети, то есть это 10 гектаров. Если сержант, соответствующее, если офицер старших должностей, еще больше. Вот так многие постепенно оседали в России, крестились. А у нас таким образом формировалось, ну, даже понятия национальности не было, было понятие веры. В отличие от французской, английской, немецких, от любых, польской, у нас была национальная армия. Армия православных. Это очень важно. Даже если иностранец, ну, был какой-то шотландец, Джордж Лермонт. Принял правильную сторону, стал Юрием Лермонтовым. Тут же ему дали дворянство, поместье и погиб смертью храбрых во время Смоленской войны в 1633 году, как Юрий Лермонтов. Офицер-кавалерист. Кстати, его потомок тоже по военно-учетной специальности, как мы помним с вами, был кавалеристом, гусаром. Ну, естественно, появились офицеры, иностранцы, появилось прекрасное такое понятие, как дуэли. Во всех учебниках по военному делу написано, что первая дуэль была у Патрика Гордона. Патрик Гордон — известнейший генерал русской службы, наставник Петра I, как мы помним с вами. Друг его, хотя годился ему по возрасту не то чтобы в отцы, а, может быть, даже в дедушке. 1666 год. Мы тут покопались в документах. Выяснилось, что не так. Множество было дуэлей до этого, просто их не пиарили. Вот, например, дуэль, которая состоялась еще в 1639 году при Михаиле Федоровиче. Нашли письмо. Не могу его не прочитать. Пишет челобитное иноземца, которого за дуэль посадили в тюрьму на цепь. В кавычки. «Царю-государю великому князю Михаилу Федоровичу бьет челом холоп твой бедный, заключенный иноземец нового выезду, сержант Петрушка Фальк. Пришел ко мне холопу твоему на подворьишко иноземец Томас Грельс, пьяно, и учил меня холопа твоего лаять матерные
и всякую неподобную лаю, и учал меня вызывать на поединок, и ударил меня шпагою по уху, и я тем ухом не слышу. И я, холоп твой, не стерпев всего позору и побоя, вышел за ворота на улицу, и он погнался за мной и хотел меня сколоть шпагою. И я, холоп твой, от него оборонясь, а дальше шедевр вне времени и пространства. И я, холоп твой, от него оборонясь, и он набежал на мою шпагу и накололся, и от того ему смерть случилась. И так 7 раз, знаете. Продолжает. И в том я, холоп твой, пытан накрепко и посажен в железо, и твоего царского жалованию корму мне не дают 7-й месяц. В общем, не выдержал. А дальше вообще потрясающе. Вот он хитро заходит, Петрушка Фальк, давит на чувства. «Милосердный государь, пожалей меня, бедного. Вели, государь, меня крестить в православную крестьянскую веру, чтобы мне, бедному холопу твоему, сидя в чети и в железах, в неверии, голодную смертью не умереть». Даже не просит отпустить. «Царь-государь, смилуйся и пожалуй». Ну, честно говоря, я думал, что фейк. Нет, вы знаете, сохранилось в архиве оружейной палаты дело, там целый столбец. Есть расследование, можно еще процитировать показания жены, свидетелей. Но там, правда, не так интересно. Здесь тут явно литературный талант пропал. История закончилась печально. Царь его не простил. В процессе следствия выяснилось, что Петрушка Фальк не просто так об него накололся, а оказалось, что тот, который накололся, был его кредитором и пришел за деньгами. А Петрушка должен и долго не отдавал ему 2 рубля. Поэтому, видите, Фальк, через 3 года умер как в заточении. Не отпустили. Кстати сказать, кто помнит дуэльные кодексы, они писаны, запрещены были дуэли между должником и кредитором. Категорически запрещены дуэли были. Так вот, что касается дуэли Гордона, в заключении, такая была, она кончилась без жертв, позже, там, через 30 лет, где-то в районе немецкой Слободы, на Кукуе. Кукуе – это ручей, он сейчас там где-то в трубе около Яузы. Это район Лефортово, Аптекарские переулки. И вот Патрик Гордон – это тип такого классического наемника. Жизнь Патрика Гордона – это судьба человека, только не русского человека, шотландец. В Шотландии делать ему было нечего, жить не на что. Поэтому сначала нанялся воевать ритар, кавалерист, за Швецию против Польши, потом за Польшу против Швеции. А потом, прямо во время войны, перешел на службу уже к русскому царю и был назначен в пехотный полк солдатский, как тогда говорили, майором. Тогда в полку был только один майор, это начальник штаба, главный по снабжению. 3-й человек в полку – полковник, полуполковник, кто его замещает в случае чего, и майор. Майор – главный штабист, профессиональный. Отвечает за все оргвопросы. Жил он там на Кукуе, там, кстати, Пушкин родился, можете почитать. Обустроился на русской службе, стал Петром Ивановичем Гордоном и построил себе дом. Решил отметить новоселье. Причем новоселье совместил заодно с отмечанием дня рождения короля Карла II Англии. Англичане начали отмечать, перепились, и вот с английским же майором Монтгомери Гордон вступил в перебранку. Чем-то они там друг друга оскорбили. Дуэль. Рано утром, как пишет сам Гордон, хотя, цитирую, «было мне очень худо от вчерашней попойки», вместе с секундантами все же решили поехать на условленное место. Стрелялись по-современному. Из пистолетов, но поскольку они кавалеристы, то на лошадях. То есть они разъехались и, скача друг на друга, выстрелили из пистолетов. Ну, пистолет там по 2, видимо, 2 раза выстрелили. Новоселье не прошло даром, не попали ни разу. Тогда решили драться на саблях, на палашах. Выяснилось, что кто-то из них забыл свой палаш дома, с пьяну. Послали секундантов домой за палашом вторым. Пока ждали, мимо проезжали какие-то английские купцы, участвовавшие в этой вечеринке. И они говорят, ну давайте, нет, сейчас у вас все равно ничего не получится, руки трясутся, давайте на завтра. Мы тоже придем, посмотрим. Вот они так хитро перенесли дуэль на завтра, чтобы по-трезвому продолжить. Ну, а вечером они уже помирились. Поэтому все хорошо. Так судьба сохранила для России наставника Петра I, будущего генерала Гордона. Мы всегда плохо относились к дуэлям в нашей традиции, да, и я тут не могу не процитировать уже в заключение цитату
ближайшего сподвижника Петра I, Петра Толстого, предка нашего Толстого. Он тоже в Европе учился разным наукам, уже в очень зрелом возрасте. И вот он написал довольно интересное описание путешествия стольника Толстого по Европе, 1697-1699 год. И вот что он пишет по поводу дуэлей. «Воистину они, ну имеется в виду европейцы, во всем подобятся скотине, понеже не могут никакого дела сделать без драки. И для того о всяких делах выезжают в поле, чтобы им пространно было, и там без размышления побивать из себя и гинуть». Петр I, как мы помним с вами, за дуэль назначил одно наказание, которое касалось не только участников дуэли, но также секундантов и недонесших о дуэли, но знавших. Все они должны быть, согласно указу Петра, повешены, включая труп, если кого-то убили. Причем повешены оскорбительно вниз головой. Вот такой был страшный указ Петра о дуэлях. Он ни разу не выполнялся в нашей стране, но, видимо, боялись. В 1645 году на осмотр одного из полков поместной конницы, вот такой товарищ, середина 17 века. Но если это полк, то, очевидно, там предполагалось, что будет под 1000 человек. Никакой 1000 помещиков не явилось. Явилось на осмотр 665 всадников. Они должны были все явиться с карабином или пищалью. Ну, карабин удобнее просто стрелять с лошади. Он, короче, с 2 пистолетами, саблей и, естественно, в полном облачении. Это мирные сборы, мирное время. Явилось 665 человек. Из них с карабином 44, с одним пистолетом 425, то есть все-таки большинство, но с одним. Некоторые из них с 2. А чтобы и с карабином, и с пистолетом 16. Кто-то явился с саблей только. Один дворянин явился с единственным оружием, которое мог позволить себе из своего поместья приобрести, с рогатиной. А 6 пришли без оружия и пешком. Потому что у них нет денег ни на оружие, ни на коня. Но врагов государя готовы душить голыми руками. Ну, вот такое поместное войско, такие помещики. Ну, понятно, что там как-то с ними пытались разбираться, смотреть, значит, если он вот пришел действительно без ничего, либо лишать его поместья. А кто будет воевать тогда? С этого худого поместья не найдешь желающих. Или переводили в пехоту. Это было, конечно, позор, но а что делать? Плюс в пехоте жалование было ниже, естественно, всегда. Минимум в 2 раза ниже. В общем, не очень это все эффективно. Поэтому решили набирать полки нового строя. Это еще не постоянное войско, поскольку полк нового строя распускался в мирное время, как стрельцы. Были специальные слободы солдатские. Помещиков отпускали из полков нового строя домой. Солдат селили в слободах, там тоже им разрешали заниматься каким-нибудь ремеслом, как-то там себя обеспечивать. Жалования им не платили в мирное время, платили только во время войны, но побольше. Но главное отличие полков нового строя заключалось в следующем. Во-первых, вот это, чтобы не было того безобразия, когда даже помещик является на сборы с рогатиной, их полностью вооружали за счет казны. Единообразное вооружение. Уже будет ружье современное. Вот эти фитильные ружья, которые гаснут в дождь очень неудобно, очень медленно, постепенно замещали ружья, мушкеты с крестцовым замком, зажигалка. Вот это вот есть крестцовый замок. Колесико, который вышибает искру. Потом крестцовый замок стал заменяться на еще более качественный кремневый замок. В разных усовершенствованных видах все это держалось примерно до Крымской войны, до середины 19 века. Чуть меньше была операция, уже не 57 приемов, чтобы выстрелить один раз, а 30 или 25, но все равно это очень долгая перезарядка. Хотя на самом деле, конечно, были уникальные оружия. Не надо думать, что наши предки были неумехами. Кто хочет, сходите в исторический музей, там в открытой экспозиции военной выставлены фантастические вещи. В оружейной палате их еще больше. Но в исторически просто проще прийти. Например, начало 17 века 6-зарядный винчестер. То есть это карабин, где крутится барабан. Патронов не было тогда. Туда уже вставлено 6 или 7 готовых зарядов. То
То есть плотненький порох отсыпан по мере, пыжик маленький, пулька, снова пыжик, и все это собрано 6-7 раз. И сложнейший ручной механизм, он взводит затвор, переворачивается, и мушкетер делает выстрел. Еще раз взводит затвор, переворачивается, делает выстрел. И так 6-7 раз. Начало 17 века. Время, собственно, мушкетеров и нашей смуты. Поэтому это дешевые ружья. Вот дорогие ружья могли быть в том числе и такими. Но просто это делалось вручную супермастерами, и, конечно, стоили такие карабины состояния. Далее, чем еще отличались, помимо единообразного вооружения за государственный счет? Конница, лошади также за государственный счет. Форма. Первая военная форма появилась еще у стрельцов, как мы помним с вами, да? Кстати, первая в Европе унифицированная военная форма. Ни у одной армии в мире, кроме московской, унифицированной военной формы не было. Стрельцы в этом отношении были первым и единственным примером. В Европе примерно во времена нашего Петра I прообразы единообразной военной формы. Там что делали в европейских армиях? Ну, кресты себе какие-то нашивали, чтобы отличить своих от чужих. Вот эти, как мушкетеры. Там крест пришил себе, типа свой. Или какие-то звезды разных цветов, кружки. Очень популярны были повязки, вот как сейчас. Поскольку говорим на одном языке, и камуфляжная форма очень похожа, поэтому у одних триколорная повязка, у других желто-блакитная. Красная, все в красных повязках, все в черных. Чтобы на поле боя своих отличить, в рубке, в рукопашной. Эта повязка как называется во многих европейских языках? Бандаж, бандан на голове, да? Банда. Наемники люди жесткие, им все равно за кого воевать. Сегодня за Польшу, завтра за шведов, послезавтра, если никто не платит, будем на самообеспечении, на самофинансировании. Ну, война закончилась, а как жить-то? Подходишь к какому-нибудь городу побогаче и говоришь, что тут у нас команда есть, красные повязки. Мы будем вашей крышей, будем вас охранять. Кто у вас там главный магистр? Предлагаем заключить договор охранной деятельности. Банда. Поэтому эти отряды наемников с повязками стали называть бандами. У нас была военная форма. Далее, появление в полках нового строя чинов и определенных служебных обязанностей у командиров. Это не Петр I придумал звание. Вот я, как говорил вам, полковник, полуполковник, прапорщик. Прапорщик — это кто? Младший офицер, который знамя носит, прапор. Он же у поляков харунжи, или у казаков харуфь. Ротмистр — командир роты. Ротмейстер — командир роты. Капитан — капо. Капо — командир роты. Майор — мейджор, главный в штабе. Вот эти все звания появляются. Появились даже генералы. Но генерал — это было не совсем звание, это было, как бы сейчас сказали, начальник. Почетное такое звание. Не ассоциировано с командованием дивизии. А при этом звания давали в полках нового строя по мастерству, как писали тогда, по мудрости и доброискусности. Вас это не удивляет, потому что как еще могут назначать на должности в армии? Конечно, по доброискусности. Опытный офицер Патрик Гордон его майором, новичок его рядовым кавалеристом. Чуть поопытнее его сотником. То есть сотник становился поручиком. Поручик — это порученец, сотник. Или капитан мог быть, ротмистр. А тогда нет. В армии-то наши давали звания по чести, по отцу, по роду. Личные твои заслуги — это потом как-нибудь. А вот в новый строй только по доброискусности. Жалования кормовые, ну и европейская тактика. Пару слов о тактике, чтобы мы понимали, вообще как тогда воевали. В сухопутных армиях большинство были отнюдь не стрелки, отнюдь не мушкетеры, большинство были пикинеры. Это те, которые стрелков прикрывали. Главная проблема была, как защитить мушкетеров и всех, кто стреляет, от кавалерийских атак во время перезарядки, чтобы их не растоптали. Разные были способы построения. Ну, например, стандартный французский в несколько линий. Одна линия — мушкетеры, потом линия пикинеры, пики, потом линия опять мушкетеры. Мушкетеры выстрелили и быстро-быстро за спину пикинеров. Пикинеры вышли, пиками ощетинились. Эти мушкетеры перезаряжают, следующие выходят. Вот так они менялись. Одни стреляли, другие защищались. Очень тяжело двигаться вперед в таких условиях. Поэтому придумали такое построение. Называлась баталия. От нее слово батальон. Это такой квадратик. Довольно большой. Тут могло быть 30 на 30 человек. Ну, дальше зависит от того, сколько в баталии рядов. Ну, то есть от нескольких сотен воинов. Они построились квадратиком, и они так не спеша медленно идут. Все выставив пики во все стороны. А внутри их
могут прятаться либо кавалеристы в небольшом количестве, либо мушкетеры. Эта баталия ползет по полю, ее атаковать невозможно всадникам. Ну, мы-то бы знали, как атаковать ее. Мы бы кружили вокруг них и обстреливали из луков. И ползите вы со своими пиками. Но баталия действовала в европейских условиях войны, а там рыцарская конница. Они кружить не могут. Во-первых, они ничего не видят вокруг себя. Они же все закованы в латы. В глазах ничего не вижу, головой не покрутишь. Рыцарь может только пробить эту баталию и затоптать ее. Пробить он не может ее ни с какой стороны, потому что не может идти на пике конь. Поэтому рыцарь подскакал к баталии, как-то еле тормозя своего коня, разогнавшегося, свернул, и дальше он толком не видит, что ему делать, так вот вокруг уходит. Поэтому вот эти баталии постепенно продвигались, они придвинутся вплотную к лагерю, а дальше уже выпустят своих мушкетеров, те сделают пару залпов, пикинеры побросают свои пики, достанут какие-нибудь дубинки, там, мечи, сабли, и начнется уже кровавое месиво, потому что конница уже ничего сделать не может, они приблизились. Вот такие были разные тактики, способы построения были забавные. Помимо квадратиков баталий, там уже фантазировали военные теоретики, наступали ромбами вперед, наступали восьмиугольниками. Был способ построения крестом. Видимо, считалось, что Бог на стороне наступающих крестом. Не знаю, как можно было сохранить вот это. Построение, бесконечные учения. Марш, строй и песни, которые мы все учили в пионерских лагерях. Вот это вот занимались с утра до вечера несчастные солдаты, маршируя в ногу определенного размера шагом, чтобы не нарушить это построение, потому что если строй сломается, тебя затопчут. Один гордился, французский офицер, это попало во многие мемуары, он говорил, что он достиг такого совершенства в построениях и перестроениях своего отряда, подразделения, что мог на поле в процессе движения и отдачи команд кому направо, кому налево, взвод второй, правое плечо вперед, то они могли написать на поле ногами, шаркая, вот так специально шаркая. И изобразили это один раз. Да здравствует король. Вот так прошлись. Не знаю, слева направо они шли, сверху вниз. Но когда они ушли, было на поле написано «Да здравствует король». Со временем появятся более рациональные, упрощенные способы ведения боевых действий. Вы все это в кино видели. Первая шеренга стреляет с колена, вторая стоя, третья там как-то еще. По жизни так не было. С колена стрелять практически невозможно с тяжелым мушкетом. Поэтому на самом деле было так. Первая шеренга становилась на колено, чтобы в затылок не попали, чтобы вторая выстрелила. Вторая выстрелила, иногда наклонясь чуть-чуть, третья между ними стреляла в промежутках. Вот вторая, третья делала залп и отходила назад перезаряжаться, там же еще дымище страшно. А в этот момент первая вставала с колена, и если те не успевали перезарядить, это был резервный выстрел запасной, чтобы атакующую массу как-то остановить. А у англичан была потрясающая тактика английской пехоты. Они шли 5 рядами, 5 линиями. Первая линия совершала выстрел и ложилась на землю. Вторая линия совершала выстрел и ложилась на землю. И так все 5 по очереди. Потом они как-то очень быстро вскакивали и отступали. И выходила следующая 5. Они все лежали. У наших полков нового строя, конечно, тактика была проще и практичнее. Связано надо было, видимо, с тем, что мы очень долго противостояли в основном азиатским конникам, конницам большим, крымчакам, казанцам, татарам, поэтому выработалась другая тактика боя. Пикинеров у нас почти не было, мало было, вот только в полках нового строя появились, и тоже было не так много. Рогатки выставлялись впереди, через которых не может всадник перепрыгнуть. После чего отходили на расстояние прицельного выстрела и ждали. Враг подошел к рогаткам, замешкался, начинается залп. Один другой. Конница через рогатки перескочить не может. Иногда ставились телеги, сцеплялись соответствующим образом. Перепрыгнуть через телегу не может. Они же не чемпионы мира по конкуру. А из-за телег наши ведут огонь. Все. До ручной сечи дело могло даже не доходить. Просто расстреливали из-за телег. Ну и вершина воинской хитрости – это гуляй-город. Это специально скрепленные щиты, высокие, выше человеческого роста. В них щели. Сквозь эти щели ведется огонь. Они передвижные, их можно переносить, скреплять. Это передвижная маленькая крепость.
Главное преимущество гуляй-города заключается в том, что очень толстая доска, очень толстая. Ее, как правило, пуля на излете не пробивает. Ну, стрела вообще бессмысленно, да? Только артиллерия может пробить. Поэтому это очень эффективная передвижная крепость. Ставишь гуляй-город на холме и сидишь за ним. Соответственно, наша поместная конница, вся вот эта доблестная, пряталась в гуляй-городе и ждала своего момента. Как только наступательный порыв уменьшится, враг начнет откатываться назад, тут телеги раздвигаются, гуляй-город раскрывается, шашки наголо, и красноармейцы пошли преследовать врага. Много было довольно хитрых всяких слов, как описывались приемы конников. Наезд, травля, напуск – это все разные виды тактических приемов. Травля – это подбежал, укусил, отбежал, выстрелил, подъехал, выстрелил, убежал. Съемный бой – это сечь или сеча. Это уже вот когда в сабле. Засады. Травить из засады. Это самое милое дело. Конница должна была где-то спрятаться и из засады травить. Ну и преследование, естественно. Все это продолжалось до той поры, пока совершенствовалось оружие. По мере совершенствования оружия тактика полностью поменялась. Оружие полков нового строя. Пехота, она же солдатские полки. Мушкеты, шпаги. Пикинеры, которых становилось все меньше и меньше. Пики, тоже шпаги и так далее. Кстати, шпагами были вооружены наши, не только саблями. Шпага очень распространена. Придите в оружейную палату, увидите страшное количество шпаг, которыми вооружались солдаты нового строя. Штатка солдатского полка 1600 человек. Ну, все вполне современно. 8 рот по 200 солдат. В каждую роту входило 120 мушкетеров, 80 пикинеров, упор на огнестрельное оружие и обязательно собственная полковая артиллерия. Потом появились еще гренадеры. Если вы зайдете в зал музея военной формы, увидите гренадеров. Прямо с настоящими пушками, гранатометами. Это гренадеры Петровской уже эпохи. Были те, которые бросали гранаты. Ну, гранаты тяжелые тогда, до 2 килограмм. Бомбочка целая с горящим фитилем. А были те, которые стреляли гранатами из таких гранатометов. Стрелять было гораздо опаснее, честно говоря. Они взрывались. Высокий процент был взрывов. Вторая категория полков нового строя – драгуны. Драгуны – это не кавалерия. Они не воюют на конях. Они перемещаются на конях. Это мотопехота. Они быстро-быстро переместились, спешились и далее воюют как пехота. По принципу стреляют, атакуют рядами, линиями и прочее. Кавалерия, естественно, профессиональные кавалеристы относятся к драгунам свысока. Называют их собаками на заборе, потому что они не так ловко ездят верхом и не могут одновременно орудовать карабином, луком, саблей и уздечкой. Но ничего, со временем постепенно эти два вида разных рода войск сливались. И уже к моменту, когда Первая мировая война, у нас не осталось чисто кавалерийских полков. Уже почти в конном строю никто не действовал. Там мифы. Уже все только перемещались на лошадях и дальше действовали в пешем строю. В годы Великой Отечественной войны у нас было много кавалерийских частей, но это, выражаясь языком 17 века, драгунские части. Не верьте в сказки, кто там на танке с шашками. Фантазии пропагандистов. Но люди же не сумасшедшие. Никто на танки, пулеметы с шашками не полезет. Перемещались. Лошади играли огромное значение в годы Великой Отечественной войны, Второй мировой. Во всех армиях. Количество кавалерийских частей в вермахте с 41 по 45 стремительно увеличивалось с каждым годом. Уж бездорожье. Как в России воевать? Как перемещаться в пехоте? Дорог нет. Поэтому сажали на лошадей пехотинцев вермахта. И это были кавалерийские дивизии. Точно так же, как и у нас. Если вы обратите внимание, почитаете воспоминания офицеров среднего звена, то ни один командир стрелкового батальона не может быть командиром, если он не на лошади. Он как будет перемещаться? Вдоль окопа бегать не набегаешься. У него там фронт 7 километров у батальона. Поэтому всегда верхом комбат. Так что драгуны – это мотопехота. Вот, конные для маневра. Драгуны получали от казны лошадей, снаряжение, денежное жалование, довольствие, обмундирование. А по окончании войны лошадей отсылали вместе со снаряжением куда-то местным жителям, которые должны были их за свой счет содержать. Такая была повинность. Кстати, опять же, в музее историческом можете посмотреть, там есть подлинные доспехи кавалериста полков нового строя. Такой панцирь железный, мощный, шлем, сабля, карабин, пистолет, иногда 2 в седельных сумках. И даже перчатки такие мощные, кожаные, сильные перчатки. Крепкие очень.
Я так смотрел, думаю, что же мне это напоминает? Середина 17 века. Помните, у генерала Кромвеля железнобокие, его элитная часть, его кавалерийские полки самых жестоких, дисциплинированных Айронсайд и беспощадных пуритан, которые даже не насиловали женщин вражеских, потому что считали себя это выше этого. Они не будут этим мараться. Вот эти железнобокие Айронсайд один в один так выглядит. Вот один в один. Даже фасон тот же самый. Что шлема, что панциря. У него кираса металлическая с этой стороны, и бока тоже закрыты, поэтому бока перекрыты. Вообще Айронсайд по-английски второе значение слова отважный, но первое значение слова, что у них бока прикрыты железом. У него закрытая кираса со всех сторон, в том числе от бокового удара. И здесь такие же точно кирасы у наших кавалеристов. То есть мир был абсолютно одинаковый. В Англии у нас кавалеристы выглядели идентично. Мы ни от кого не отставали. Совершенно одни и те же были военные технологии. Как это не поразительно. Ну почему открытый шлем, понимаете, да? Потому что рыцарь ничего не видел в закрытом шлеме. Надо же головой вертеть, стрелять, крутиться. И такая конница будет гораздо эффективнее. Кстати, тоже сабли, обращаю внимание. Тут Тимофей у нас крутил саблей. Так, конечно, саблю не держали. Обязательно был еще темляк, да? К руке привязывалась, значит, летит. Сходите, попросите, чтобы вам показали саблю боярина Клыкова. Подержать, может, в руках не дадут, она есть в экспозиции. Но вы поразитесь одной вещи. Это чуть раньше. Это современник Дмитрия Пожарского. Большой крупный воевода. Командир, генерал. Вот у него сабля. Не такая легкая, потяжелее, чем эта польская. Это боярин. Он родственник царя. Он служил и Шуйскому, и Лжедмитрию Первому. Ну, во времена смуты всех мотало. Потом, в конце концов, прикнул к Михаилу Романову. И вот сабля, если его так перевернуть, она с этой, с тыльной стороны, вся в зазубринах. Вся. Не с этой, как у всех, а с этой. Это о чем говорит? Это говорит, что многократно, будучи в сече, в прямой, он был до такой степени виртуозным фехтовальщиком на саблях, что он принимал встречный удар не боковинкой, как все. Никто же вот так вот не принимает. Клинок потеряешь. Так надо принимать. А он принимал тыльной стороной удар. То есть он выкручивал либо так руку, либо я даже не представляю, как это тренироваться надо. Знаете, какое искусство боярина? А мы думаем, что боярин это толстый в шапке сидит в Боярской думе и обижается на царя, что не туда посадили его. Много было интересного оружия, тоже можно посмотреть в историческом музее. Например, рапира, которая называется кончар. Такое себе представить невозможно. Страшнейшая вещь. Длинная рапира. Длина ее может быть, ну, считается палаш, длинное оружие. Палаш 1,10 м примерно. Длиннее сабли. Может быть, даже иногда 1,15 м. Фехтовальная рапира у мушкетеров. А это 1,5 метра. А иногда до 2. Но фехтовать 2-метровую уже невозможно. Поэтому ее как использовали? Копье ломалось. У нас тоже были кавалеристы, вооружены копьями. Но копье специально, вот где-то вот здесь вот оно было надпилено, поэтому преломить копье. Потому что иначе, если это копье не надпилено, то ты воткнешь и вылетишь из седла сам от встречного удара. Твоя задача воткнуть копье, дальше оно должно сломаться и остаться в противнике. Ты преломил копье. Первая атака, преломили копья, развернулись, потом достали вот эту жуткий кончар с рукояткой 2-метровой, взял его вот так, упер, и вторая атака пошла. Только с 3-го раза берутся за сабли. А вообще кавалерия к этому моменту, и кавалерия наша полков нового строя, действует совершенно по-другому. Уже стараются до прямого контакта не дойти, а совместить старую тактику, когда обстреливали из луков и крутились, с тактикой, когда у тебя в руке карабин, либо 2 пистолета. Вы подъезжаете к ощетинившемуся строю, разряжаете в них 2 пистолета и поехал по кругу дальше. И вышел на круг. По ходу дела перезаряжаешься, либо тебе оруженосец новые пистолеты зарядит. И вот так кружится кавалерия и бесконечно обстреливает пеший строй. Пока в этом пешем строе не возникает паника, строй ломается, уровень потерь, есть возможность строй сломить, и тогда уже действует удар тогда кавалерийский. Против этого, естественно, есть противодействие. Это мушкетеры.
которые будут стрелять в кавалеристов. Поэтому тут надо крутиться. Пушкари. Третий род войск. В Европе пушкарь – это цех, это наемники. У нас пушкарь – это государственный служащий на зарплате, как стрелец. В мирное время сидит, занимается каким-то промыслом своим, подрабатывает, не знаю, там, колокола льет. В военное время его призывают на фронт. Профессия передается по наследству. Это довольно высокооплачиваемая. Служба пожизненная, очень престижная. Поэтому сын пушкаря, как правило, пушкарь. Живут особыми слободами, получают жалования. Артиллерия 17 века, мы нашли такие цифры, к моменту воцарения Петра, около 3000 пушек боевых. Большей частью это пушки, которые находятся на стенах крепостей. Но есть и полковые пушки. В каждом полку там от 6 до 6, 10, 12 пушек. Поэтому никакого отставания во внедрении новинок артиллерии не было. Артиллерия соответствовала всем европейским стандартам. Поэтому действительно в порыве эмоций Петр распорядился снимать колокола, лить пушки, потому что потерял очень много артиллерии под Нарвой, чтобы резко компенсировать сразу. Проблема артиллерии, главное, отсутствие стандартов. Нестандартизованные орудия, все разные. Поэтому каждый артиллерист обслуживает свои орудия. Обслуживать чужие ему уже тяжелее. Надо к этому делу привыкать. Но это качественная артиллерия европейского уровня, которая, кстати, производила на иностранцев хорошее впечатление. Когда у нас говорят, что вот образец нашего дурости русской – это царь-пушка, вот посмотрите, большая, красивая, никогда не стреляла, бестолковая и так далее. Все это неправда. Во-первых, она стреляла. Царь-пушка, конечно, стреляла. Если бы она не стреляла, за нее бы не заплатили, она не прошла бы госприемку. Поэтому стрелять она должна была обязательно. Другое дело, что царь-пушка не стреляла этими дурацкими фейковыми ядрами, которые там стоят красивыми, и не могла ими стрелять никогда. Эта пушка предназначена для стрельбы дробью, картечью. Вот этим она должна была стрелять. Ну и, конечно, вот этот красивый лафет, на котором стоит у нас царь-пушка, это позднее произведение. Таких лафетов тогда никто не делал. И вообще пушки были не на колесах. Перевозили их сложно. Но это абсолютно рабочий инструмент, который не стрелял в бою только потому, что враг ни разу не дошел до Москвы в тот момент, когда эта пушка находилась на вооружении. Потом она уже стала таким символом, музейным экспонатом. — 1654 год. Первая большая победа новой армии, полков нового строя. Минская область, почти Березина. Мы воюем с поляками. Гетман Великого княжества Литовского Радзивилл. Значит, чтобы союзное государство было, Польша и Литва. Тот, который главный в литовской части, Гетман Радзивилл. У него своя армия. Армия его сталкивается с нашими полками нового строя под командованием князя Трубецкого, будущего крестного отца Петра I. Войско Радзивилла загнали в реку, уничтожили, захватили весь обоз, всю артиллерию, включая даже Бунчук, этого командира, и литавры. Они с собой, у них какое-то музыкальное было подразделение, праздновать победу. Сам Гетман чудом спасся, хотя был ранен, его там, говорят, какие-то верные венгерские гусары унесли. Потери войска Гетмана – 7000 человек. То есть практически все, кроме тех, кто утащил Гетмана. Потери армии Трубецкого по донесению составили полков нового строя. Ранеными 97 человек, убитыми 9. Организация, как говорится, удесятеряет силы. Порядок бьет класс. Это у поляков, получается, у литовцев была неорганизованная орда, 7000, которая натолкнулась на построенные правильно полки, которые стреляли шеренгами, двигались как положено, правильно защищались. Вот такой результат. Кстати, там несколько было полков нового строя, довольно интересных фамилий командиров. Один полковник Барклай, родственник из того самого клана. Второй командир – полковник Гамильтон. Я не знаю, был ли он родственником леди Гамильтона, но он точно предок Марии Гамильтон, которая была известной любовницей Петра I. Гамильтон уже был православным к этому моменту, поэтому имя у него русское. Я к чему все это вам рассказываю? В результате всех проведенных реформ во времена отца, главным образом старшего брата Петра, ну, отчасти его даже дедушки, Михаила Федоровича, армия была уже подготовлена Петровским преобразованием. И, в общем-то, все военные кампании 17 века со Швецией лучшие армии Европы на тот момент. Шведы единственные, кроме нас, которые создали национальную армию. Там не было почти наемников. Воевали шведы. Все друг друга знали. Армия формировалась по территориальному принципу. В одной роте были выходцы из одного села.
Из одной деревни они друг друга поддерживали. У них семьи вместе живут. Поэтому хорошая была дисциплина очень. Шведы массово использовали сначала байонет, который, собственно, пикинеров окончательно превратил в историю. Байонет — это вот такая штука, которая засовывается в дуло после выстрела. И ружье превращается в пику. Если кавалерия близко, и ты не успеешь перезарядить, засунул в дуло и пика. Ружья же длинные. Проблема только в том была, что, во-первых, дуло искривлялось при ударе. Во-вторых, он мог выпасть из дула с тем же успехом. Поэтому их стали голландцы вкручивать с резьбой. Законы физики голландцы знали, видимо, не очень хорошо, потому что дуло расширяется горячее. Поэтому то его не так вкрутишь, потом не можешь выкрутить, тоже были проблемы. И в конце концов какая-то умная голова внесла небольшую рационализацию, которая, опять же, перевернула военную тактику. К байонету приделали кольцо. Его стали не засовывать в дуло, а прикреплять к дулу. И он стал штыком. Но штыки появились у шведов массово, поэтому страшный был удар штыковой шведской пехоты. А потом Петр I тоже все это очень быстро перенял. А кавалерия шведская, наоборот, стала суперлегкой. Поснимали шведы кирасы, и основной упор был на мобильность, эффективность, маневренность. Тоже шведская кавалерия считалась самой лучшей в Европе. И вот, несмотря на все это, вполне Россия воевала на уровне. Польшу мы победили, со шведами в ничью. Османов мы теснили. И вот эта вся история про то, что Петр с нуля создал армию, конечно, никакого отношения к реальности не имеет, потому что Петр стоял на плечах своих предшественников. Он правильно сделал, что стрельцов секвестировал, потому что стрельцы просто морально разложились к этому времени. Хотя на самом деле в отдаленных гарнизонах они еще оставались много десятилетий. Ну, там полицейские функции выполнялись. Центральные полки он распустил. Петр сделал армию не полупрофессиональной, как полки нового строя. Он вообще перестал распускать армию. Он сделал ее полностью профессиональной. У нас сейчас нет такой армии, которая была у Петра. От Петра до Александра II. Это была армия только профессионалов, служащих очень долго. Сейчас смешанное комплектование. Петр сделал армию комбинированной, то есть все, что лучшее было, использовал. У нас осталась регулярная конница, лучшая в мире, которая нам потом помогала. Казаки, калмыки, башкиры. Ужасно потом на Наполеона наводили. Это все Петр сохранил, не разогнал. Он еще улучшил систему структуры полку. Рота, батальон, генеральство дальше, военные округа. Еще улучшил систему чинов званий, вот создав табель о рангах с возможностью перетекания и соответствия званий гражданских, военных, придворных. В общем, логично завершил все то, что делали его родители. Стоял на плечах своих предшественников. Но русская армия и русское военное искусство XVII века нам показывает, я напомню, все большие страны стали восточными колониями или полуколониями. Китай рассыпался великий, Индия рухнула, Иран, Персия скукожились, Турция кукожилась бесконечно. Сохранилась потом в таком варианте только потому, что мы хотели Константинополь. Если бы мы не хотели Константинополь, англичане с французами бы съели турок давно. Но им повезло. Тут сталкивались наши интересы. Ну, Япония сохранилась в своем небольшом размере, но они на островах. А мы выстояли. Иначе стали бы европейской колонией. А если бы у нас армия была такая, как пишут в плохих учебниках, конечно, нас бы ждала судьба Индии, Персии, Китая, ну и в какой-то степени некогда великой Османской империи. А так все нормально. Модернизация шла по силам. Вот сколько было денег и сил, столько и делали. За что мы должны быть нашим предкам благодарны. Спасибо вам большое за внимание.